Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. После месяцев, наполненных слухами, догадками и излишним оптимизмом поклонников, актер Мерт Рамазан Демир наконец нарушил молчание, и его слова стали шоком для всей светской хроники. В откровенном разговоре, прошедшем вдали от вспышек фотокамер, он произнес фразу, которая поставила крест на романтической истории, которую миллионы турецких зрителей считали настоящей: «Мои отношения с Афрой были полностью фальшивыми». Эта фраза, произнесенная без эмоций, с едва заметной усталостью в голосе, открыла завесу над тем, что, по всей видимости, было тщательно продуманным спектаклем, разыгранным на глазах у всей страны. Отношения между Мёртом и актрисой Афрой Сарачоглу обсуждались на всех уровнях, от телешоу до школьных коридоров. Казалось, что эта пара была воплощением идеального союза. Красивая, успешная, обожаемая публикой. Однако теперь стало ясно, что за глянцевой обложкой скрывалась история манипуляций, профессионального расчета, возможно, внутреннего кризиса. По словам источников, близких к обоим артистам, идея романа зародилась еще во время кастинга к сериалу, в котором они впервые появились вместе. Продюсеры с самого начала ощущали, что химия между ними может принести высокий рейтинг, и не прогадали. Пока на экране их герои переживали бурную страсть, за кулисами велась холодная стратегическая игра. По договоренности с агентствами, пара должна была подогревать интерес публики, демонстрируя якобы настоящую любовь в соцсетях и на мероприятиях. Афра и Мерт появлялись вместе на фестивалях, давали общие интервью, устраивали фотосессии, все было отрепетировано до мелочей. Однако, как утверждают знакомые Мерта, со временем эта «игра» стала для него тяжелым бременем. Он чувствовал, что теряет себя, свою индивидуальность, превращаясь в товар на витрине. Актер неоднократно пытался поставить точку в этой симуляции, но каждый раз сталкивался с давлением со стороны команды, фанатов, индустрии, да и самой Афры, которая, по слухам, все больше стала воспринимать их фиктивные отношения как реальные. Близкий друг Мерта рассказал, что в последние месяцы он переживал сильную эмоциональную нестабильность. Он чувствовал себя загнанным в угол, вынужденным играть роль, в которую сам уже не верил. Его раздражала необходимость врать на каждом шагу, выкладывать фотографии с подписями «Моя любовь», улыбаться перед камерами, когда внутри все бурлило. Он все чаще пропадал, избегал светских мероприятий, стал замкнутым. Именно в это время он начал посещать психолога. Согласно анонимному источнику из агентства, разрыв между ними произошел не внезапно, а был долгим и мучительным процессом. Афра, по ее словам, действительно начала испытывать чувства к партнеру, тогда как Мерт все больше отдалялся. Пик напряжения пришелся на январе этого года, когда актриса, по слухам, случайно узнала, что Демир ведет переписку с другой женщиной, и, судя по ее тону, весьма искреннюю. Это стало последней каплей. После крупной ссоры, которая произошла прямо в гримерке после съемок, они перестали общаться даже в рамках профессиональных обязанностей. Публика, тем временем, продолжала верить в сказку. Несмотря на то, что в последнее время их стало реже видеть вместе, фанаты списывали это на плотные графики. Даже когда оба перестали лайкать посты друг друга и удалили общие фото, многие надеялись, что это временное охлаждение. Но теперь все иначе, признание Мерта окончательно разрушило иллюзии. Интересно, что Афра Сарачоглу пока хранит молчание. Ее последнее появление в Инстаграм было на прошлой неделе. На фотографии она улыбается, держась за бокал вина, и подпись гласит «Иногда лучше молчать». Подписчики тут же заполонили комментарии вопросами: «Это про Мерта? Ты все знала, почему ты не сказала правду?» Но актриса не ответила ни на один из них. В кулуарах светской тусовки уже ходят слухи, что Афра почувствовала себя глубоко преданной. Якобы она действительно верила в то, что из этой фиктивной истории может вырасти нечто настоящее. Некоторые даже утверждают, что она рассматривала возможность переезда в дом Мерта, и в ее окружении всерьез говорили о свадьбе в следующем году. Все эти планы рухнули в один момент, когда Мерт начал прозревать и готовиться к побегу.
Сейчас актер, по его словам, хочет восстановить свое имя и снова почувствовать себя честным человеком. Он отказался от участия в нескольких громких проектах, сославшись на необходимость отдыха. Его заметили в Бодруме, где он снимает виллу и, по свидетельствам местных, часами сидит на берегу в одиночестве, без телефона. Что будет дальше, неизвестно. Светская хроника кипит, поклонники разделились. Одни осуждают Мирта за жестокость и нечестность, другие поддерживают его решение и ценят смелость в признании. Афра, в свою очередь, осталась в центре внимания. И теперь все ждут, заговорит ли она. Одно ясно точно: роман, который миллионы считали воплощением любви, оказался холодным расчетом. А слова Мирта Рамазана Демира еще долго будут звучать эхом в кулуарах турецкой индустрии развлечений. Мои отношения с Афрой были полностью фальшивыми. Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.